Всем привет! Вы на канале Temp Models, и сегодня мы презентуем проект, который без преувеличения открывает новую эру в нашем хобби. Мы начинаем масштабный сезон по сборке легендарного Су-34. Но это не просто очередная коробка с пластиком. Это проект, построенный на базе передовых технологий 3D-печати, где уровень детализации заставляет по-новому взглянуть на стендовый моделизм. Однако, этот сезон будет уникален не только технологиями. Параллельно с утенком на канале будет вестись еще одна сборка, так что контента будет вдвое больше. Кроме того, мы подготовили серию обучающих роликов по сборке и покраске отдельных дополнений из нашего ассортимента. Покажем все хитрости работы со смолой и детализацией, чтобы ваши модели выглядели максимально реалистично. Работы впереди много, проект сложный, но результат того стоит. Погнали! Сегодня соберем и покрасим наши ракеты Х-31. На их примере покажу весь цикл работы с 3D-печатью, от отделения поддержек до финальной сборки. Перед началом подпишитесь на канал, чтобы следить за этой сборкой. Приступаем! Помимо двух ракет, набор предлагает 4 платы деталей, предназначенных для них. Это элементы воздухозаборников, соплового блока, также передние и задние колпаки. Качество печати здесь отличное, и во многом это заслуга нашего собственного полимера с улучшенными свойствами прочности. Большая часть деталей отделяется буквально за секунды, достаточно небольшого усилия. К примеру, колпаки ракеты у меня отошли вообще без подрезки, и кромка при этом осталась идеально целой, без малейших сколов. Однако на тончайших кромках рулей я все-таки советую перестраховаться. Используйте новое острое лезвие, чтобы аккуратно подрезать поддержки. Это гарантирует чистый срез и убережет детали от крошения. Отдельно обратите внимание на детализацию. Уровень проработки поражает. Для обработки мест, где критически важно выдерживать геометрию и сохранить плоскости, я использую карбоновые шлифовальные бруски. Они дают идеальную жесткость и не заваливают кромки. Но главное технологическое новшество здесь – это измененный метод сочленения тела ракеты с сопловым блоком. Благодаря переходу на 3D-печать мы ушли от классических стыков и сделали соединение конусным. Теперь нет никакой необходимости мучительно выводить плоскости при шлифовке, чтобы избежать щелей. Детали достаточно просто притереть друг к другу, и они садятся идеально. И я говорю это не понаслышке. Поверьте, за все время я перепробовал все варианты этих ракет, от литья до первых печатных прототипов. И такое решение с конусом – это действительно огромный шаг вперед в плане удобства сборки. На сухую ракета теперь собирается буквально вмиг. Переходим к самому интересному – к покраске. Ракета Х-31 имеет несколько модификаций, и практически все они отличаются сложной игрой оттенков металла. Сейчас я выведу на экран лишь несколько основных референсов, на которые буду опираться. Если же вам нужно больше наглядного материала, подробную подборку фото реальных изделий я выложил на своем канале в Дзене. Ссылка будет в описании, обязательно заглядывайте. Чтобы добиться максимального реализма, покраску я планирую выполнять по частям, разделяя ракету на отдельные отсеки. Это позволит точнее передать разницу в материалах и цветах каждого сегмента. После того, как детали покрыты черным грунтом, переходим к созданию подложки. Наношу черную глянцевую базу. Для работы с металликами это важный этап. Именно идеальный глянец базы позволит краске лечь правильно и даст ту самую глубину и реалистичный блеск металла. Следующим шагом приступаю к выделению стыков. Места соединения отсеков я покрываю хромом от Dispy. Это создаст необходимый контраст между основными частями корпуса и подчеркнет технологические членения ракеты. После нанесения хрома покрываю эти участки футурой. Главный плюс здесь в том, что она практически не съедает металлический блеск, в отличие от многих лаков, и при этом создает надежный защитный слой. Переходим к первому отсеку. Если взглянуть на референсы, видно, как сильно могут гулять оттенки на реальных изделиях. Для своей модели я выбрал вот эти два варианта.
Первым делом маскирую полоски хрома на стыках, причем делаю это неровно, в точности как на фото. В жизни эти границы редко бывают идеально четкими, и такая живая маскировка – отличный способ добавить ракеты реализма уже на этапе покраски. Далее наношу голубой металлик от Ганзы. Для различных оттенков добавляю пару пятен темно-синего от Jump In. На второй ракете данная линия будет медного цвета. Чтобы оживить металл и добавить фиолетовый отлив, я использую цветные чернила. Это очень интересный материал, который мы еще детально протестируем при работе с соплами. А для цветовых акцентов на хроме отлично подходят маркеры Pigma. Наношу нужные оттенки прямо по поверхности и аккуратно размываю их кистью с водой. Это дает мягкие и реалистичные переходы, а главное, если где-то переборщили, все лишнее легко смывается или корректируется, пока краска не схватилась. Далее весь цвет также закрываю футурой. На головку самонаведения и отсек с оборудованием наношу базовые серые цвета. На конечном этапе я еще подкорректирую их нужный оттенок с помощью масла. Это позволит точнее попасть в цвет и добавить поверхности реализма. Переходим к следующему отсеку. Для него я выбрал один референс. Сначала наношу цвет на места соединения с хромом с помощью маркеров, после чего маскирую эти участки. Первый цвет – синий металлик от Ганзы. Далее наношу чиппинг от АК. Детальную работу с чиппингом вы можете посмотреть в сериях про Су-27. Сверху наношу темно-синий металлик от Jump In и делаю сколы. Фиксирую их промежуточным слоем глянцевого лака и через чиппинг наношу фиолетовый оттенок от Jump In. И снова делаю сколы. Далее снова лак, чиппинг и жидко-жидко разведенный белый цвет. И вот такой получился промежуточный результат. Дальше будем дорабатывать масло. Переходим к следующему отсеку, и я начинаю его с нанесения стали от АК Extreme. Маскирую лючки и наношу жженый металл. Далее через чиппинг слой нержавеющей стали и делаю сколы. Черным маркером добавляю темных пятен, а коричневым насыщаю цвет. Следующий отсек также начинаю с мест соединений, где на хром с помощью цветных чернил наношу желтый цвет. Оранжевыми чернилами подчеркиваю границы. Зеленым маркером добавляю высветлений по центру. Маскирую стыки и перехожу к основному цветоотсека. Для этого я выбрал нержавейку от АК Extreme. У этой краски есть отличная особенность, она сама по себе имеет характерный голубоватый отлив. Далее через слой чиппинга наношу металлик от Алклада. Чтобы придать поверхности текстурность, через чиппинг наношу Dark Tan от Akana.
Чтобы еще больше выделить границы между отсеками, я прохожусь маркерами по краям соединений и растушевываю их. Оставшаяся часть корпуса ракеты окрашивается без каких-то сложных техник. Здесь просто подбираю нужные оттенки и ориентируюсь на те варианты, которые вы видите сейчас на экране. Главное выдержать общую гамму, чтобы все отсеки гармонично смотрелись в едином изделии. Ну и вот так в сборе выглядит основная часть ракеты. Все отсеки на месте, игра металлов задает нужный объем. А теперь переходим к воздухозаборникам. На оперение наношу оттенок красно-бурого горелого металла Атакана и жидкую маску с помощью губки. На переднюю часть оттенок нержавеющей стали, он будет играть роль подложки. Далее на оперение наношу нержавеющую сталь Атака. На переднюю часть воздухозаборников наношу дюраль Атака. У этого оттенка есть характерный желтоватый отлив. Далее заканчиваю оформлять оперение. На центральную часть наношу матовый алюминий Атака, а на хвостовую темный алюминий от Алклада. На колпаке воздухозаборников наношу горелый красно-бурый Атакана и добавляю фиолетового оттенка маркерами. На колпаки просто наношу красный цвет. С цеповым блоком все максимально просто. Я использую 3 основных цвета, которые наношу через маски. Переходим к нанесению декалей. Сам процесс я показывать не буду, остановлюсь лишь на главном. Хочу отметить, что команда Temp Models подошла к этому вопросу максимально ответственно. В наборе огромное количество технических надписей, которые оживляют ракету и делают ее по-настоящему детальной. Сама подложка у декалей очень тонкая, они идеально ложатся на поверхность, но требуют деликатности. Будьте осторожны с жидкостями для приварки. Из-за минимальной толщины декали реагируют на химию мгновенно, так что не переборщите составом. Для выделения рельефа использую темно-серую универсальную смывку. Она ложится мягче черной и не создает лишней грязи на светлых металликах. Процесс стандартный, наношу состав в углубление, даю ему немного схватиться и аккуратно вытираю излишки обычной салфеткой. Этого вполне достаточно, чтобы подчеркнуть детализацию и придать ракете законченный вид. Далее я снова маскирую все хромированные элементы и перед работой с масляными красками наношу полуглянцевый лак, который делаю из добавления матовой базы в глянец. Верхняя ракета имеет законченный вид. На головку самонаведения наношу белое масло и аккуратно растушевываю его до получения нужного оттенка. На отсек с оборудованием сначала наношу Medium Gray, чтобы вытянуть базовый тон. Затем перехожу к созданию глубины. По краям точечно добавляю черное масло и аккуратно растушевываю его, создавая мягкий градиент. Для отсека с боевой частью я также использую белое масло. Аккуратно растушевываю его по всей поверхности. Это помогает сгладить резкие переходы между оттенками, создавая тот самый характерный белесый налет. На нижнюю часть наношу немного темного масла, имитируя скопление грязи и пыли. Завершаю работу над ракетой финальной сборкой в единое целое. Для соединения готового изделия с авиационным катапультным устройством я использую магниты. А теперь
Давайте посмотрим на финальный результат. Работа с вооружением на сегодня окончена, наши Х-31 полностью готовы, от отделения поддержек до финальной тонировки маслом. Надеюсь, мой опыт работы с новым полимером и приема по окраске металликов пригодятся вам в собственных проектах. На этом первая серия нашего большого сезона подходит к концу. Спасибо, что провели это время за верстаком вместе со мной. Впереди еще много интересного, так что не переключайтесь. Если вы хотите собрать такие же детализированные изделия и прокачать свои модели нашими фирменными наборами, заглядывайте на наш сайт. Весь ассортимент дополнений доступен для заказа. И важный момент, мы работаем не только по России, но и отправляем наши товары по всему миру. Так что качественный тюнинг доступен каждому моделисту, где бы вы ни находились.